Всем привет! Вот и наступил декабрь. Время летит так стремительно туда-сюда и Новый год. И я потихонечку начинаю декорировать сад к Новому году, не торопясь, так можно сказать, смакуя этот процесс и растягивая свое удовольствие. Декабрь в Южном саду еще достаточно теплый и практически всегда бесснежный. Поэтому в таком саду должны преобладать в большом количестве и хвойные растения, и обязательно растения не листопадные, вечно зеленые, которые будут составлять структуру нашего южного сада и не будут давать ему выглядеть в межсезонье унывным и печальным. Это и магнолии, которые не листопадные, и фатинии, и бересклеты, и падубы на юге, астролисты. Это все смотрится очень красиво и очень эффектно в сочетании с хвойными растениями. Можно составлять очень яркие колористические композиции. И чтобы добавить вашему саду зимний такой рождественский шарм, нужно использовать также растения, которые зимой усыпаны россыпью красных ягодок. Это и калина, и рябина, и, может быть, даже красивоплодник с сиреневыми ягодками. Обязательно пироканта, барбарисы. У меня в саду это обязательно барбарис, который очень ярко всегда усыпан красными ягодками. Это кизильник, это пироканта, это рябина. На юге еще очень красиво и воистину по-рождественски смотрятся в саду падубы или астролисты. У меня вот сорт Golden King. Это еще молодой экземпляр, пока без красных ягодок. В более зрелом возрасте он будет усыпан россыпью красных красивых ягодок. И вот еще очень интересный тоже падуб. Очень красивый лист. Вот такой сорт. Если, как я уже сказала, собирать эти растения в такие интересные группы, вот как у меня здесь, допустим, магнолия, ягодки очень красиво смотрятся, барбариса, хвойное растение, можжевельник, моминджулеп, неваки. Здесь у меня сосна, гринтауэр, которая потом будет такой интересной колонной, то сад будет выглядеть очень эффектно именно в новогоднем таком оформлении. И чтобы уже создать вот это новогоднее настроение, останется добавить подсветку. Сейчас великое множество всевозможных гирлянд. Но вот единственное, я люблю, когда в декорировании сада использованы гирлянды одного цвета. Вот у меня это теплый желтый. Гирлянды в саду разные по фактуре, но цвет один. Итак, гирлянды развешаны, растения все подобраны. Чего же еще нам не хватает? Можно добавить какие-то акценты. Это может быть новогодний шарик, какая-то новогодняя игрушка, может быть что-то сделанное своими руками. Я вот очень люблю в оформлении сада такие эко-украшения, допустим, звездочки, которые мы делаем сами. Ну и честно вам скажу, я просто обожаю все новогодние ярмарки, отделы с новогодними игрушками в супермаркетах. Меня туда просто вообще оттуда не вытянешь. Просто обожаю, поэтому, конечно, и какие-то вот покупные элементы я тоже использую в декорировании сада.
подвеска с колокольчиками. Такая елочка, олень в елочке. Это добавляет настроение. Я еще люблю в декоре сада использовать не только вечно зеленые растения и растения с ягодками, но я еще люблю такие удивительные акценты в виде цветущих в декабре цветов. У меня в саду расцвел, смотрите, какой красивый морозник. Невозможно красивый цвет. Вот он цветет в декабре. И вот много бутончиков выпустил. Это тоже смотрится очень эффектно. Также всевозможные очитки. Они тоже не листопадные и очень красиво декорируют землю. Эта пергола у меня теперь украшена. И предлагаю украсить красную вместе. Здесь у меня тоже развешаны желтые гирлянды. Висит веночек, который уже висит здесь, наверное, несколько лет. Мы его делали много лет назад. И предлагаю сюда вместе с вами сделать рождественский веночек из тех материалов, которые я собрала в своем саду. И я думаю, не составит труда найти похожие элементы для создания вашего новогоднего венка. Для декорирования венка я срезала несколько веточек стуи, несколько с можжевельников, срезала веточки калины и веточку пироканты. Для основы венка я взяла виноградные лозы, которые я срезала. И вот тут даже цветы какие-то вились, усики, мне все это очень нравится. Я заранее уже их скрутила. В принципе, они сами друг с другом запутываются. И воткнула уже сюда одну веточку туи, так примерила. Теперь будем брать оставшиеся элементы и крепить их к веночку. Чтобы крепить эти веточки, это было не сильно броско, я взяла такой серый шнурочек. Ножницы приготовьте, то, что вам будет удобно. Теперь будем брать веточки и прикладывать их к венку, прикреплять. Может быть, что-то само вставится. Какие-то веточки хорошо втыкаются, какие-то придется подфиксировать. Вот такую красивую ветку срезала уже прямо с шишечками. Сейчас мы ее вот сюда так красиво вставим. Возьмем еще. Вы можете брать еловые ветки, какие найдете, в принципе, какие у вас растут в саду, чтобы это вам нравилось в первую очередь. Я заранее его не собирала, вот экспериментирую вместе с вами. Так, еще у меня есть вот такие веточки. Я срезала с можжевельника. Сейчас посмотрим, куда мы. А вот так можно. Так как на улице довольно прохладно, хвоя будет хорошо держаться, не обязательно ее, в принципе, какие-то губки, еще во что-то. Будет довольно хорошо сама по себе выглядеть. По крайней мере, на новогодние праздники должно ее хватить нам. Чтобы венок был более праздничный, я срезала вот такие веточки калины. Очень красиво смотрится. Можно использовать также рябину, шиповник, все, что вы, в принципе, найдете, что у вас растет. Или так близко, чтобы вы могли это все раздобыть. Сейчас попробуем ее сюда плотненько вставить. Ну и завершающим акцентом я вот срезала такую веточку пироканты у меня желтая, чтобы немножечко добавить сюда цвета. Вот мы ее тут сейчас закрепим. И чтобы это все у нас не рассыпалось, я сейчас аккуратненько это все дело пришнурую. Вот зашнуровала, в принципе, оно, чтобы ветром его не растелепало во все стороны. Вот такой получился веночек. В принципе, из вообще совершенно подручных средств, из того, что я собрала в саду. При желании можно еще сюда прикрепить, допустим, маленькую свечку или несколько шишек. Ну, мне нравится и вот в таком вот природном стиле. Быстро, дешево.
и эффектно. Начало декорирования сада уже положено. Скоро будем наряжать вместе с вами. Я каждый год наряжаю новогодний кипарис у меня. Сад же южный. Друзья, желаю вам настроения, праздничного настроения. Расскажите, поделитесь своими идеями, как вы украшаете свой сад. Какие-то идеи, может быть, я возьму себе на заметку и обязательно поделюсь вашими идеями в следующем видео. Так что пусть ваши сады вас радуют. До встречи в саду!